В маленьком приморском городке, где шум волн сливался с детским смехом, началась история Анны и Михаила. Им было всего по 5 лет, когда их глаза впервые встретились на детской площадке. Анна, с золотистыми кудрями и глазами цвета моря, строила замок из песка. Михаил, веснушчатый мальчуган с непослушными рыжими волосами, предложил ей свою лопатку. С этого момента их судьбы переплелись, как нити в прочном канате. Годы летели, словно страницы книги на ветру. Первый класс, выпускной в начальной школе, первый неуклюжий танец на школьной дискотеке. Все это они проходили рука об руку. Их дружба крепла, превращаясь в нечто большее, глубокое и нежное, как морская пучина. Анна часто вспоминала тот день, когда Миша впервые назвал ее своей девушкой. Это случилось на том же пляже, где они познакомились. Им было по 16, и закат окрасил небо в оттенки их чувств, от нежно-розового до пламенно-красного. «Знаешь, Аня», — сказал тогда Миша, глядя ей в глаза, — «я понял, что ты — моя судьба. Ты словно часть меня, без которой я не был бы собой». С того дня их отношения обрели новый смысл. Они строили планы на будущее, мечтали о совместной жизни, и каждый год отмечали день их встречи как особый праздник. Окружающие восхищались их связью, называя их половинками одного целого. Когда им исполнился 21 год, Анна и Михаил решили отпраздновать 16-ю годовщину их знакомства особенным образом. Они копили деньги целый год, чтобы позволить себе путешествие в Грецию, страну, о которой мечтали с детства. Остров Санторини встретил их ослепительным солнцем и бирюзовым морем. Белоснежные домики, словно игрушечные, лепились к скалам, а узкие улочки манили прохладой и ароматом цветущих олеандров. В день годовщины они решили устроить романтический ужин в таверне на берегу моря. Свечи мерцали в сгущающихся сумерках, а бокалы с местным вином отражали звезды, зажигавшиеся в небе. «За нас», — произнес Михаил, поднимая бокал. «За 16 лет любви и дружбы, и за все годы, что ждут нас впереди». Анна улыбнулась, чокаясь с ним. Ее глаза светились счастьем. «За нас», — эхом отозвалась она. «За наше прошлое и будущее». После ужина, слегка охмелевшие от вина и любви, они решили прогуляться по пирсу. Ночь была теплой и тихой, лишь волны лениво плескались о деревянные сваи. Они шли, держась за руки, вспоминая забавные моменты их долгой истории. Внезапно Анна остановилась, прижав руку к лбу. «Голова кружится», — пробормотала она. Михаил обнял ее за плечи, пытаясь поддержать. Но в следующий миг произошло непоправимое. Анна покачнулась и, потеряв равновесие, упала с пирса в темную воду. Не раздумывая ни секунды, Михаил прыгнул за ней. Холодная вода обожгла кожу, но он не обращал на это внимания, отчаянно пытаясь найти Анну в темной пучине. Наконец его рука нащупала ее волосы. Он крепко обхватил ее и поплыл к поверхности. Но море не хотело отпускать свою добычу. Волны становились все сильнее, словно разгневанный Посейдон решил испытать силу их любви. Михаил из последних сил боролся со стихией, стараясь удержать голову Анны над водой. Когда спасатели добрались до них, Анна уже была без сознания, но жива. Михаил же, отдав все силы на ее спасение, едва дышал. Его последними словами, прежде чем потерять сознание,
были, берегите ее. Она – моя жизнь. Несмотря на все усилия врачей, Михаила спасти не удалось. Он ушел, подарив Анне второй шанс на жизнь ценой собственной. Для Анны мир остановился. Она не могла поверить, что Миши больше нет. Ее половинка, ее опора, ее лучший друг – все исчезло в один миг. Она вернулась домой совсем другим человеком, потерянным, сломленным, неспособным радоваться жизни. Дни слились в бесконечную серую полосу. Анна закрылась в квартире, которую они с Мишей планировали обустроить вместе. Она не отвечала на звонки, не открывала дверь друзьям и родным. Ее мир сузился до воспоминаний о прошлом и глухой боли в настоящем. Каждый вечер она доставала старый фотоальбом, перелистывая страницы их общей жизни. Вот они на школьном выпускном, Миша в нелепо большом костюме, а она в платье, которое шила вместе с мамой. А здесь их первый поход, где Миша умудрился сжечь все макароны, и они ели консервы, смеясь над его кулинарными талантами. Время шло, но боль не утихала. Анна чувствовала себя предательницей. Она жила, дышала, существовала, в то время как Миши не было. Она не находила в себе сил двигаться дальше, словно застряла в том роковом моменте на пирсе. Однажды, спустя почти год после трагедии, Анна нашла в себе силы выйти на берег моря. Она стояла, глядя на горизонт, где небо сливалось с водой. Ветер трепал ее волосы, а в ушах звучал голос Миши: «Ты — моя жизнь». «Как жить дальше, Миша?» — прошептала она. «Как мне жить без тебя?» И словно в ответ на ее вопрос, волна выбросила на берег маленькую ракушку. Анна подняла ее и увидела, что внутри блестела крошечная жемчужина. Она вспомнила, как в детстве они с Мишей мечтали найти такую. В этот момент что-то изменилось. Анна поняла, что Миша отдал свою жизнь не для того, чтобы она существовала как тень. Он хотел, чтобы она жила полной жизнью, радовалась каждому дню, воплощала их общие мечты. С того дня Анна начала медленно возвращаться к жизни. Она стала волонтером в местной школе, обучая детей плаванию и технике безопасности на воде. В каждом ребенке она видела частичку Миши, его улыбку, его доброту, его любовь к жизни. Годы спустя Анна стала известным писателем. Ее книги о любви, дружбе и преодолении потери находили отклик в сердцах тысяч людей. Она никогда не вышла замуж, но ее жизнь была наполнена любовью. Любовью к людям, к миру, к памяти о Мише. Каждый год, в день их встречи, Анна приходила на тот самый пляж, где когда-то пятилетний Миша предложил ей свою лопатку. Она садилась на песок и строила замок, как в детстве. И каждый раз ей казалось, что Миша сидит рядом, улыбаясь своей неповторимой улыбкой. «Ты всегда будешь моей жизнью, Миша», — говорила она, глядя на закат. «И я проживу ее так, чтобы ты мог мной гордиться». История Анны и Михаила стала легендой в их городке. Люди рассказывали ее своим детям и внукам, как пример истинной любви, которая сильнее смерти. И в сердцах тех, кто знал эту историю, всегда жила вера в то, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды, даже границу между жизнью и смертью.